Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Puzzle Conquest, и с вами Равин Чансен. И сегодня мы с вами поговорим про прокачку всего снаряжения, самоцветов, военных эмблем и так далее. Самый главный вопрос, который очень часто задают игроки: а что же лучше, качать сразу улучшать, а потом повышать, либо наоборот? Ребят, ответ прост, и он касается абсолютно всех элементов. Не имеет значения, что вы как будете делать. Есть возможность — улучшайте, есть возможность — повышайте. Но, одно но. Обращайте свое внимание, что в ходе повышений некоторый опыт, он будет у вас, грубо говоря, позаимствован, то есть опыт уйдет в минус. Это касается, допустим, первых уровней военных эмблем, поэтому однозначно в этом случае лучше сначала повысить, а потом уже добить нужное количество опыта до следующего уровня. Что, ребят, касается в целом, давайте побежимся по снаряжению. Понятно, повысить, улучшить — это все само собой. Но каждый из игроков, который уже более-менее неплохо подкачался, то есть поднял плюс, там плюс 6, плюс 7 и так далее, и с каждым разом плюс поднимать все сложнее, все дороже. И мы сталкиваемся с колоссальной нехваткой непосредственно сущностей для поднятия. Я думаю, что немногие нашли такую фишку, что, зайдя в сумку и выбрав необходимую шпинель, вы можете нажать слово «конвертировать» и, соответственно, перегнать непосредственно шпинели в сущности. 1 к 10 перегоняется абсолютно по всем статьям. Скажем так, много разных вычислений было мной произведено, и дойдем немножко по порядку. Можно немножко сэкономить при крафте непосредственно снаряги и обычных синих самоцветов. Итак, как можно сэкономить небольшую копеечку и, скажем так, выйти в маленький плюс? Что касается снаряжения, вы заходите непосредственно в магазин Альянса, и во вкладке «Сокровища» можно купить непосредственно новую снарягу. Если ее нет, попросите офицеров, они вам добавят. Что вы купите, абсолютно не принципиально. Непосредственно добавляем в магазин. Все, она появляется, можно купить за 25 тысяч монеток. Дальше что мы делаем? Мы приходим и делаем замену этой снаряги. Дальше ее непосредственно повышаем до необходимого нам уровня. Ее можно повышать, в принципе, выгоднее всего повышать до 2 красных звезд. Дальше, что это нам непосредственно дает? Повышенную снарягу вы можете использовать во вкладке «Улучшить», и она дает уже прилично много опыта. Что касается непосредственно 2 красных звезд, секунду, вот так себя ведет непосредственно шмотка на 2 красные звезды. Она дает 867 100 опыта. Это довольно-таки немалый показатель, я бы даже сказал огромный. По большому счету, если так прикинуть, то шмотку с плюс 7 на плюс 8 достаточно одной такой шмотки, чтобы улучшить на целый плюс и даже еще остаться в плюсе на там 200 с чем-то тысяч очков. Как бы плюс она дает нехилый, но вопрос в том, что выгодно. Выгоднее конвертировать в шпинели или же делать шмотку. По моим просчетам, вот банально, непосредственно, да, дается 861 тысяча опыта. Это если мы апнем шмотку. Если посчитать, сколько мы на это потратим шпинели, это будет 8620 шпинелей. Если эти шпинели переконвертировать в сущности, то есть это будет в 10 раз больше. 860, так, умножаем на 10. Получаем 86 200. Ну, естественно, каждая сущность дает 10 опыта, то получается 862 тысячи. Если мы отнимаем количество опыта, в итоге получаем чистую прибыль при использовании шмотки, а не конвертации, 5100. Если мы посчитаем, что 5100 делит на 10 опыта, то бишь 510 сущностей, мы выходим в плюс. Да, плюс как бы не то чтобы большой,
но, тем не менее, это плюс на ровном месте, по большому счету, который вы можете получить, потратив всего лишь 25 тысяч монет Альянса. А если вспомнить, что многие, кто немножечко донет в игру, и на том же у них выпадает задание на покупку наборов, и они его закрывают, то я рекомендую покупать вот такие вот наборы по типу самоцвет, 3 красные звезды, и непосредственно на снарягу. На снарягу нет. Ну, да, к сожалению, на снарягу не будет, значит, ну, по факту самоцветы. Почему? Перейдем чуть-чуть дальше. Так, то бишь, купили шмот за 25 тысяч, сэкономили вот лишних 5 тысяч этого самого опыта. В принципе, ну, довольно-таки неплохо. Кстати, интересно посмотреть. Ну, если обратить внимание, то чисто голая палка дает плюс 100 опыта. То есть, если мы говорим про 5100 опыта, выкидываем 100 за палку, вот 5000 чисто опыта вы получаете в плюс. Да, я понимаю еще раз, что цифра не то чтобы космическая, но это лишний плюс, почему бы нет. Дальше. Да, кстати, по этому поводу могу сказать одно, что это, конечно, не будет особо выгодно, если вам нужно апать маленькие уровни, потому что они апаются там частично, как бы, да, вот, и вы там, вот как я в случае показывал, с плюс 7 на плюс 8, вы выходите на плюс 8 и 200 тысяч опыта лишнего, то есть дальше его надо апать. Для более точных апов, конечно же, намного выгоднее делать конвертацию, чтобы прям тютельку в тютельку попасть. Это, да, так, конечно, делать можно, но я уже достиг более высоких уровней, мне этого опыта надо крайне колоссальное количество, поэтому я уже даже не то чтобы одной шмоткой смогу обойтись. Вот банально, смотрите, в данном случае это мне нужно 150 тысяч, 1,5 миллиона опыта, это по факту 2 шмотки. Вот. Дальше, что касается самоцветов, здесь та же самая схема, выгодно апать самоцвет именно на 2 красные звезды. Что касается цифр, мы тратим 1040 непосредственно шпинели для апа, ну и плюс 3-звездочный самоцвет, который, напомню, что при покупке донатных наборов можно купить непосредственно в магазине. Дальше, соответственно, вы получаете за этот самоцвет 110 300 опыта, при этом потратив 1040 шпинелей. Ну, проводим опять-таки такой же просчет. 1040 шпинелей умножаем на 10, умножаем на 10. Получаем 104 тысячи опыта. Отнимаем 110 300. То есть чистый выхлоп идет отсюда 6300 опыта. Тоже не то чтобы прям космически большой, но тем не менее делим на 100. Делим на 10. Это получается 630 сущностей. Вот это вот просто чисто... Просто так вы можете заработать. Да, это немножко усложняет весь процесс, как бы немножко делает его долгим, но тем не менее, да, это возможно. И, в принципе, лишняя плюшечка вам капает. А если учитывать, что эти вот плюсики вам идут просто в огромном, просто в колоссальном количестве, вот эти вот шпинели, да, шлепаете. Некоторые, знаю, игроки там накопили уже там под 50, под 70 тысяч, и они даже не знали про то, что есть кнопка конвертировать, да. И вот сейчас они бабахнули себе 70 этих самых самоцветов, и как и влили опыт, там сразу на очень много плюсов подняли себе самоцветы. К сожалению, с драконьими самоцветами такая штука не катит. При моих расчетах получается так, что ты уходишь в минус. И, грубо говоря, тратя 2230 шпинелей на ап на 2 красные звезды, ты получаешь опыта с существенными потерями. Там, наоборот, уходишь в минус там, больше, чем на 20 тысяч. Поэтому, что касается драконьих самоцветов, эту фишку проворачивать, в принципе, нет смысла. Ибо ты уйдешь в минус. Что касается военных эмблем, там все выходит ровно один в один. Сколько ты тратишь на шпинели, если их сконвертировать, они ровно тютелька в тютельку, они выходят по очкам. Поэтому в данном случае такую процедуру на военных эмблемах проворачивать особого смысла нету. Они все выходят один в один. Но приятной неожиданностью для меня сегодня стала такая штука. Вот. Я уже был готов записать видео. Вот. А тут вспомнил про отрядные самоцветы.
Вот, думаешь, что, чего, как, тоже там, ну, я уже привык, что типа на 2 красные звезды максимально выгодно, и так далее, там максимальный выхлоп, потому что если взять, допустим, те же самые самоцветы обычные, вот, то на одну красную звезду не такой хороший выхлоп, там он вообще почти к нулю сводится. А вот именно на 2 красные, они прям топ. Но на 2 красные самоцветы сделать, конечно, это очень дорого, да, там требуется колоссальное количество ресурсов, ну, в частности, вот этих вот 150 модеров, которые можно покупать только по 20 штук в день, то есть по большому счету целую неделю на одну штучку копить, вот, а плюс еще 50 штук их надо, чтобы с 5 желтых звезд на одну красную подогнать, то есть, ну, как бы, это очень долго, вот, и, в принципе, вряд ли у кого-то есть достаточное количество валюты, вот, и я начал экспериментировать с одной красной звездой, посчитал, в минус ухожу, то же самое, как и на желтые самоцветы. Вот. Взял 5 желтых звезд, смотрю, крутой плюс. И действительно, получается, если взять по улучшению вот эти вот камушки специальные, да, сердцевины самоцветов, она одна дает 10 опыта, да. И если посчитать в обменнике, она стоит 5 штучек, 5 очков этих, да, арендных. То есть, грубо говоря, за 1 очко получаешь 2 опыта. Ну, в целом, выхлоп идет таким образом. Но, есть хорошее но. Если ты апаешь, чтобы вообще вот апнуть такую штуку, 4 красных звезд непосредственно, на 5 нужно 90 модернизаторов. Соответственно, надо 90 штучек. 90 штучек. Каждая штучка такая стоит 30. Значит, 90 на 30, соответственно, 2700. Плюс 800 очей стоит сам модер. Итого получаем 3500. А вот теперь внимание. Если такой самоцвет использовать, он дает 12 тысяч опыта. То есть выхлоп непосредственно с одного очка выходит 3,42 очка опыта. То есть выгоднее прилично, да, идет. То есть по логике, если брать камнями сущностей, то должен быть 1 к 2, а здесь 1 к 3,42. Но я и на этом не остановился. Я решил, а что же будет, если взять обычный самоцвет 4-звездочный и попробовать его опыт влить. И результат меня еще больше порадовал. Он дает ровно 3000 опыта. То бишь 800 очков стоит, 3000 опыта дает. Если рассчитать, то за каждое полученное очко, потраченное очко, вы получаете 3,75 опыта. По факту выгоднее покупать просто 4-звездочные самоцветы и ими качать опыт. Соответственно, вы выходите в плюс на 3,75 опыта. А должны были получить всего лишь 2. Фактически в 2 раза у вас, получается, идет плюс. Вот, соответственно, есть один минус, один нюанс во всей этой схеме, что при данном раскладе количество покупок в день отрядных самоцветов ограничено 5 штуками. Соответственно, вы каждый день можете заходить и покупать их по 5 штук. И в принципе будет все хорошо, потому что 5 штук в день это 4000 валюты, на 7 дней это 28 тысяч. По большому счету, все, что вы заработаете на арене, ну, все то, кто сколько билетов сливает, скажем так, вы всю валюту будете перегонять просто в отрядные самоцветы для их прокачки. И уже вот в таком состоянии прокачка отрядных самоцветов становится довольно-таки выгодным занятием. И теперь скупать на всю оставшуюся валюту шпинели самоцветов может быть уже не настолько выгодным занятием. Также обращайте свое внимание, что здесь, да, очень выгодно покупать именно шпинели самоцветов, но только при условии, что у вас очень маленький уровень прокачки, да, там плюс 2, плюс 3. То есть, когда вы доходите до плюс 10, количество двухзвездочных самоцветов, то бишь количество опыта, которое надо, оно становится колоссальным, 60 тысяч. Да, то есть в данном случае мне нужно фактически 5,5 самоцветов на 2 красные звезды, чтобы апнуть 1 уровень.
А на это у меня уйдет колоссальное количество валюты. То бишь даже можем посчитать, по большому счету, сколько там у нас идет. 5,5. Надо 8 тысяч. Ага, так, секундочку. 1040 умножить на 5,5. То есть мне надо 5720 непосредственно шпинелей, чтобы апнуть на плюс 1 вот уровень, да, своих коней. Соответственно, каждый стоит по 30 кусков. Умножаю на 30, получаю, что мне нужно 171 тысяча валюты, да, чтобы вот апнуть самоцвет с плюс 11 на плюс 12 и получить к коням, сколько? Улучшить. Получить коням всего лишь 7%. При этом, если я возьмусь, допустим, что-то апнуть вот здесь, ну, к примеру, вот я получу за это, да, мало, вопросов нету, не спорю, что здесь цифры кажутся маленькие, но 1,5% мне нужно 50 тысяч опыта. Но вы не забывайте, что это, во-первых, отрядная характеристика, и она будет распространяться на абсолютно все ваши типы войск. А 50 тысяч вот этого самого опыта, и если мы рассчитаем, что стоит 3,75, так, 50 тысяч делим на 3,75, получается мне надо... Так, 50 тысяч, ну, вот, нолик. 13 тысяч валюты всего лишь для покупки, для апа 1,5%. Соответственно, 13 тысяч валюты, а там мне понадобилось, ну, сумма существенно как бы больше, да, то есть там было 170 тысяч, то есть по факту я мог в 10 раз увеличить, 10 раз так апнуть и, соответственно, сделать себе прирост там на порядка 15% за ту же валюту. Но опять-таки, ребят, здесь должна быть абсолютно тонкая грань, да, дойдя при апе тех же самых самоцветов там на плюс 4, плюс 5 и так далее, вот, допустим, у меня есть плюс 3, да, там уже цифры становятся, ну, намного более серьезные, и выхлоп тоже меньше идет, да, то есть уже не 1,5%, всего лишь 1,3. И, соответственно, преимущество дает не такое большое, поэтому нужно соблюдать баланс. Ну, грубо говоря, я бы сказал бы так, что если вы свои основные самоцветы подняли на плюс 10, и у вас нет возможности их качать, но есть свободная валюта арены, занимайтесь, наконец, прокачкой отрядных самоцветов. Да, они дают плюс маленький, но не забывайте, что отрядники, они распространяются на всех. Их потихонечку можно будет качать, но не докачав основные самоцветы до плюс 10, выгоды качать отрядные, в принципе, ну, я не вижу. Потому что, используя, вот, конвертируя шпинели через двухзвездочный самоцвет в опыт, вы получаете довольно-таки крутую прибавку и получаете очень быстрый способ для прокачки ваших самоцветов, обычных там до плюс 10 и выше. В принципе, многие, кто уже более-менее в этом разобрался, уже так сделали, и прокачка самых вот обычных самоцветов синих для них не составляет абсолютно никакого труда. Я вот тоже вот, у меня были излишки, у меня что на пехов, что на логов они были всего лишь на плюс 2, но я решил вот подкачать пехов, и в принципе буквально за месяц полтора, может быть, то есть вот за пару таких крафтов я себе почти все на плюс 8 вывел, и довольно-таки неплохо пехи подкачались довольно-таки прилично. Вот, что касается быстрого крафта, вот именно по снаряге, это, наверное, все лайфхаки, все плюшечки, которые знал, вам рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вам понравилось это видео, делитесь им с друзьями. С вами был Равинчансон. Всем хорошей игры и быстрого кача. Пока-пока.